Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, высокие представители государственной власти, братья и сестры, всех вас сердечно благодарю за молитвы, особенно в этот день, когда я вспоминаю своих, и мы все вспоминаем святых, которые особым образом потрудились на ниве, которую Господь им уготовил, так что их труды на века, а надеемся и до скончания века, отобразились и отображаются и будут отображаться в жизни нашего народа, укрепляя в вере православной и помогая людям устремляться к тем высотам духовной жизни, которые представляют из себя реальные ценности этой жизни. Все остальное временно, приходящее. Меняются времена, меняются нравы, меняются моды, меняются обычаи, но духовные ценности, те, которые свыше даны, не меняются. А сколько было попыток изменить их или отказаться от них, или таким образом видоизменить, чтобы оставалась только некая внешняя форма, а уходило содержание. Но ведь ничего не получилось ни за эти тысячелетия, ни за эти десятилетия и столетия, особенно минувшего XX века. Вот все это свидетельствует о том, что то дело, которое совершали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, это ведь не их личное дело, они были проводниками божественной мудрости, они были подлинно апостолами, посланниками Божьими. И в этом смысле Церковь Христова в своей совокупности, а также в личной работе каждого священнослужителя и в нашем общем делании епископата, духовенства и мирян призвано продолжать это апостольское служение. И сегодня оно совершается с не меньшими трудностями, чем во времена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Потому что если тогда стоял вопрос о преодолении языческих предрассудков, различного рода потом ересей, то сегодня стоит вопрос таким образом, что от нашей, в том числе церковной деятельности, будет зависеть, по крайней мере, на той земле, за которую мы несем ответственность перед Богом и перед историей, будущее веры православной, а значит, будущее той системы ценностей, в которых только и может по-настоящему развиваться человеческая личность. И вот страшный опыт построения счастливого общества без Бога в веке XX нам доказал, что никакая политическая власть, какой бы сильной она ни была, никакое военное могущество, каковым бы оно ни было, никакие силы научные, технические и культурные не способны привести людей к спасению. Все то, что я перечислил, в лучшем случае может содействовать этому делу, но никогда не способно совершить великое преображение человеческой души. Это совершается только силой, благодатью Божью. Благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, дабы никто не хвалился. Вот как нас учит апостол Павел. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь наш епископат, духовенство и весь верующий наш народ за хранение веры православной, за верность Церкви, за готовность продолжать то великое дело, которое совершали наши благочестивые предки. В этот день я хотел бы публично еще раз выразить сердечную благодарность главе нашего государства, президенту Владимиру Владимировичу Путину, православному человеку, не стесняющемуся своей принадлежности к Церкви, по-настоящему являющегося членом Церкви, а не просто потому, что значительная часть народа с доверием относится к верующим политикам. Совсем нет. Этот человек действительно несет в себе определенный, в том числе и духовный заряд, потому что питается от благодати, которую Господь передает через Церковь своему народу.
Поэтому у меня особое чувство благодарности к нашему президенту, который действительно во многом содействовал укреплению церковной жизни в нашем народе за последние десятилетия и, конечно, который своим примером очень способствует тому, чтобы вера православная в том числе укреплялась в нашем народе. Хотел бы также поблагодарить правительство Российской Федерации за то, что как сейчас, так никогда в прошлом не решались те проблемы, которые находятся в повестке дня правительства и церкви, которые соприкасаются вот в этом диалоге между церковью и государством. Многое делается. Как изменился ландшафт нашей образовательной работы. Не буду всего перечислять, но это ведь чудо Божие. Преподавание основ православной культуры, работа с детьми, с молодежью. И все это происходит, конечно, усилиями верующего нашего народа, но при несомненной поддержке нашего государства, возглавляемого Владимиром Владимировичем Путиным. Другими словами, мы живем с вами все в благоприятное время. И дай Бог, чтобы это время продолжилось как можно дольше. Но из истории мы знаем, что времена меняются, как и меняются человеческие нравы. И вот здесь-то как раз и высвечивается подлинное предназначение церкви. Времена могут меняться, политические взгляды могут меняться, политическая философия может меняться, а церковь призвана продолжать дело спасения людей, свидетельствовать о Христе распятом и воскресшем, нести эту весть своему народу, детям, молодежи, людям разного возраста, разного положения, потому что именно с этой вестью и связано реальное и подлинное благополучие человека. И уж как наглядно нам показала эту взаимозависимость действительно трагическая история народа нашего в веке 20. Еще раз хотел бы поблагодарить и власть имущих, и вас, мои дорогие владыки, и все наше духовенство, всех вас, дорогие братья и сестры, за те труды, которые мы все вместе совершаем во благо Церкви и Отечества. Молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, великих просветителей славянских народов, да укрепляет Господь веру православную и в нашем народе до скончания века. Аминь. С праздником поздравляю вас!